день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам представить вот такую интересную работу французских дизайнеров Вязан, которые, как известно, на весь мир отличаются особым тонким вкусом. Они воплощают в жизнь такие интересные, шикарные вещи, которые носят женщины всего мира с большим удовольствием. Их вещи пользуются популярностью. Это машинная вязка, но мы с вами свяжем точно такой же джемпер спицами. И будет эта кофточка выглядеть, я думаю, не хуже, чем здесь на модели. У нас есть схема, у нас есть выкройка, у нас есть готовое описание, которое я для вас всегда составляю на все свои модельки и рассказываю, как правильно рассчитать и расположить узор. И об этом сегодня будет наш мастер-класс. Итак, первое – выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого узора я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Это турецкая пряжа. Состав у нее шикарный. 50 грамм, 160 метров. И она содержит у нас 26% шерсти, 26% хлопка и 48% акрила. Вот такой у нее интересный состав. Ну и цвет белый, соответственно. Так, ну и узор, девочки. Узор, который будет популярен, как я уже говорила, вечно. Потому что листики эти в разных своих модификациях очень часто применяют в вязании эти орнаменты с листиками. Как видите, вот так выглядит узор. 2 раппорта здесь связано в высоту. И попетельно мы провязываем каждый ряд. Я рассказываю, как вязать этот узорчик. Здесь у нас 3 раппорта в ширину уместилось. 2 раппорта по центру, и 1 раппортик разделился на 2 части, как видите. Во всяком случае, мы так начали, видите? Так. Вяжется узор легким способом. Всего 10 петель у нас в раппорте в ширину. Поэтому довольно незагруженный узор. И, в общем-то, вяжется довольно легко. По ощущениям, пряжа очень похожа на хлопковую, абсолютно мягкая, совершенно никакой колкости в ней нет, гладенькая, у нее нет никакой пушистости, хорошей скруточки, идеальной скруточки. Не знаю, передает ли это камера. Вот, поэтому вязать из нее очень легко, и я, в принципе, испытывала удовольствие вязать из этой ниточки. И вообще она мне очень нравится. У меня ее много цветов. Люблю я эту пряжу. Люблю. Видите, она шерсть с хлопком. Вообще такое классное сочетание. Это вообще чем больше в пряже натуральных волокон, сами понимаете, тем это лучше. Но у этой пряжи есть еще одно преимущество. Она по цене очень бюджетная. Просто, ну, действительно очень дешевая пряжа. И по качеству я не думаю, что она будет хуже, чем какие-то широко разрекламированные дорогие виды пряж. Так, ну а теперь давайте я вам покажу схемочку, как обычно
выкройку, выбрала выкройку для данной модельки. Ну и, конечно же, будет вставлено описание. И я расскажу, как расположить узоры на тот или иной размер, какие там есть тонкости в вязании именно этого узорчика и как правильно, симметрично нам воспользоваться схемой узора, чтобы хорошо и классно выглядел этот узор в нашем изделии. Итак, наша моделька обычного классического кроя, как вы видите, да, с рукавчиком, с окатом, и выполнена обычной выкройкой. В общем-то, в плане кроя никаких здесь нет излишеств. Все очень стильненько и классически. И я выбрала, конечно же, как всегда, выкройку. Вот наша выкройка, которая рассчитана на 3 размера, значит 44, 46 и 48. Чуть больше размер, я рассказываю нюансы, как там это все дело откорректировать в конце видео, когда мы делаем с вами расчеты. В общем, вот так выглядит выкройка. Наверное, надо ее уменьшить, иначе она у нас не помещается во весь экран. Вот, мои хорошие, здесь я подробно буду останавливаться на расчетах по выкройке в конце видео, после того, как мы свяжем образец. Сейчас я показываю вам схему. Схемочка у нас выглядит вот таким образом. Смотрите внимательно. Раппорт 10 петель, высоту 24 ряда. Этот раппорт, и мы будем его с вами вязать. На схеме пустая клеточка — это лицевая, кружочек вот такой — это накид, вот такой знак — это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а противоположный знак зеркальный 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот. Зеленый квадратик, обратите внимание, это платочная петля. То есть, как вы знаете, платочная вязка у нас во всех рядах, и в изнаночных, и в лицевых, вяжется лицевой петлей. Я на этом заостряю внимание. На схеме у нас показаны только лицевые ряды, изнаночные не показаны, но вот, как вы поняли, да, нюанс заключается в том, что необходимо в изнаночном ряду вязать не как смотрят петли, а платочную вот эту петлю провязывать лицевой. Это очень важный момент вязания этого узора, поэтому я на него обращаю внимание. Какой еще момент важный? У данной схемы 10 петель раппорт, и мы их вот так подряд располагаем, но это вот серединная схема, да, а справа и слева необходимо руководствоваться, вязать по данной схеме. То есть вот смотрите, в целом у нас здесь с вами выполнено 3 раппорта. 3 раппорта. Причем один раппорт, видите, делится на 2 части при вязании сначала, да, с первого ряда. Часть у нас уходит вправо, часть уходит влево. Видите, его поделили пополам. Поэтому на это следует обращать внимание, когда мы будем считать петли, да, распределять петли. И я об этом пишу в своем описании, мои хорошие. Прямо расписываю вам. Знаете, что когда я пишу 5 петель перед раппортом, я имею в виду вот эти 5 петель по схеме, да. Вот эта петля, это кромочная петля, видите, справа. И это тоже кромочная петля слева. Вот. Если я пишу 6 петель после раппорта, это значит по схеме вот эти вот левые, крайние левые петли. Их 6, да, будем, считается. Так, если я пишу 4 петли перед раппортом, значит, кромочная идет отдельно у нас в описании, а 4 петли имеются в виду вот эти 1, 2, 3, 4, вот эти. А эту мы не считаем. Она у нас будет записана отдельно кромочной. Также и слева. Вот эти задействованные в узоре петли считаем,
а эту крайнюю не считаем. Она будет отдельно записана кромочной. Я пишу 5 петель за раппортом по схеме. Это вот эти, которые в конце. Так, на этом я вам все рассказала. Ну и, конечно же, давайте откроем описание. Описание нашего вязания. Вот так оно выглядит. Поразмерно я расписала. Расход пряжи будет у нас. Так, вот здесь я ошиблась, мои хорошие. 26, а здесь получается, по-моему, 48. Горела, да? Да. Так, спицы мы будем использовать 3 и 3,5. Для резиночки поменьше берется обычно диаметр спиц. Для резиночки по горловине тоже номер 3 используем спицы. Плотность определяем в конце видео, где у нас уже связан образец. Там мы прям сразу начинаем делать расчеты. И там я рассказываю, как плотность мы считаем. Всем, кому это интересно, обязательно посмотрите. И описание вязания. Я здесь подробно все это объясняю. И все это описание выкладываю под видео для вашего удобства, девочки, чтобы вам было удобно воспользоваться моими вот этими расчетами. Так, поэтому я это зачитывать не буду. Зачем нам тратить время лишнее, да? Все это и так будет. Ну и по расходу, вот часто спрашивают, какой расход. Ну, сами понимаете, вещь, как бы я не вязала ее, да, мы моделируем модель с готовой модели, да, то есть у нас как бы мастер-класс посвящен конструкторскому вот такому, конструкторской части, где мы с вами делаем все для того, чтобы начать вязать, да, то есть вот все эти нюансы рассматриваем. Поэтому, конечно же, расход пряжи я даю вам приблизительный, около 400-450 грамм. Вот. Потому что у нас получается на 100 грамм 320 метров. В общем, вот как-то вот так. Ближе к 450, наверное. И, может быть, даже на 48 и все 500 уйдут. Но не вязала я эту модель, не могу вам прям с такой точностью до граммулечек сказать. Все ориентировочно. Так, мои хорошие, ну а теперь давайте приступим к вязанию. Я хотела вам показать укрупненным видом, хотя бы во вставке уже видели, да, как этот узор смотрится на моделечке. Смотрите, вот здесь вот у меня очень хорошо видно, да, в приближенном виде этот узорчик. Это машинная, естественно, вязка. Вот такая ровненькая, идеальная, да. И начинаем вязать. Схема наша вот так выглядит. Я раппортик красным цветом выделила. И смотрите, мои хорошие, для образца я набрала 31 петлю. Раппорт у нас 10 петель составляет. У меня идет 5 петель, значит, перед раппортом, включая кромочную, подчеркиваю, да. У меня здесь, значит, 2 раппорта подряд идут. И в конце я делаю еще, значит, 6 петелек, тоже включая кромочные. Это с кромочными 31 петля. И вяжем, значит, высоту 24 ряда раппорт, не очень такой тяжелый. И начинаем вязать с вами с первого ряда. Я уже один раппорт связала, и теперь наша задача связать, показать мне, как его вязать. Как бы я ознакомилась уже с этим узорчиком. Так, первая кромочная, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем 2 лицевые, начинаем наш раппорт, 3 лицевые, дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, дальше лицевая, опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
2 лицевые. Это наш с вами вот сейчас раппорт. Мы связали. Вяжем второй раппорт. Опять 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. И за раппортом у нас с вами 6 петель, включая кромочную. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и кромочная. Вот так. Второй ряд мы вяжем, как смотрят петли, и накиды провязываем изнаночными. Третий ряд. Первая кромочная, дальше идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Начинаем раппорт. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Вот и весь раппорт мы провязали. Повторяем второй раппорт, вяжем. Снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Провязали второй раппорт. И 6 петель за раппортом вяжем. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Вот так. Вяжем с вами 4-й ряд, как смотрят петли. Вяжем с вами 5-й ряд. Значит, 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Начинается раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали раппорт. Вяжем второй раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали еще один раппорт. И теперь 6 петель за раппортом у нас. И мы вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Теперь у нас 6-й ряд, девочки, и я хочу заострить внимание на схеме. Вот посмотрите, здесь, конечно, нет изнаночных, но автор модели подчеркивает, что вот здесь, где у нас черные квадратики, это платочная вязка. А как вы знаете, платочная вязка у нас и в лицевых и изнаночных рядах вяжется лицевыми петлями. Вот так. Поэтому в 6-м ряду вы должны связать вот в этих местах по схеме лицевые. Пожалуйста, этот момент, я повторюсь, не пропустите. Так, значит, 6-й ряд вяжете. Вяжем. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, делаем накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше начинается раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Также у нас идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали второй раппорт. Теперь у нас 6 петель за раппортом. Вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, кромочную вяжем изнаночной. Связали. Сейчас у нас 8 ряд, как смотрят петли. Не забываем вот про эти петельки. Вот эти петельки, черные квадратики, они у нас на схеме. Их у нас 3 петли, которые мы будем вязать вопреки нашей логике, да, когда мы говорим о том, что вяжем, как смотрят петли. А здесь у нас платочная вязка, и вяжем мы их исключительно лицевыми петельками с изнаночной стороны. 9 ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше идет у нас раппорт. Ой, сама вас перепутала, сама вам сказала, сама же запутала. Так, значит, смотрите, я, видите, как легко исправила ту проблему, которую я вязала, не напрягаясь. В общем, здесь у нас должна была быть платочная вязка, значит, с лица это изнаночная петля. Так, начинаем с вами. Лицевая, раппорт, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, опять 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали второй раппорт. Сейчас у нас с вами третий раппорт, вернее его половинка, 6 петель за раппортом. Вяжем с вами опять лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, и кромочную мы вяжем изнаночной. Связали. Так, 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Не забываем про платочную вязку. У нас с вами 11 ряд. 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Начинаем вязать раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Второй раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт провязали. 6 петель за раппортом. Вяжем, значит, 2 вместе, так, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
2 лицевые, накид, кромочную вяжем изнаночной. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Здесь вот четко, никаких платочной вязки здесь нет в изнаночных рядах. 13 ряд. 5 петель перед раппортом вяжем. Значит, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Начинаем вязать с вами раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, девочки. И подождите еще. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще 5. 5 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 1 раппорт провязали. Вяжем 2 раппорт. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, провязали раппорт. 2, 6 петель за раппортом, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, вправо, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем. 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. И начинается раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Первый раппорт, вяжем 2 раппорт, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. 2 раппорт провязали. Вяжем с вами 6 петель за раппортом. Это 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочную вяжем изнаночной петлей. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 17 ряд. И мы вяжем 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, дальше сразу идут 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. И начинается раппорт. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. Вяжем 2 раппорт. Также 3 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, провязали. 2 раппорт. 6 петель за раппортом, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, дальше сразу идут 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Дальше идет раппорт, лицевая, накид, 2 вместе, 2 лицевые. И вот сейчас 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ой, девочки, здесь была, говорила, сама подзабыла. Платочная вязка, да?
Помните? Не напомнила? Ну вот сделайте, как я, исправьте, да, наоборот петельку. Дальше идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Провязали первый раппорт. Второй раппорт вяжем. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь должна быть лицевая. Это платочная вязка, петля в изнаночном ряду. Исправьте, как я. Вяжем лицевую, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. И 6 петель за раппортом. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и кромочная вяжем изнаночной. Связали. Сейчас не забудьте связать вот эти петли, которые я забывать тоже начала. И эта петля, и эта петля. Это платочная вязка. В изнаночном вяжется лицевой. А так 20 ряд вяжем, как смотрят петли. Кроме вот этих 2 платочных. У нас с вами 21 ряд. Мы вяжем 5 петель перед раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, платочной вязки, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Вяжем второй раппорт. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая платочной вязки, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Провязали второй раппорт. Сейчас 6 петель за раппортом. Лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Теперь у нас 22 ряд, и мы вяжем его, как смотрят петли. Не забываем про 2 петли лицевые в платочной вязке, да? Не забываем. 23 ряд вяжем. Лицевая, ой, вру, тут нет лицевой, у нас кромочная выполняет эту роль на схеме. Кромочная, да, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Это были 5 петель перед раппортом. Начинаем сам раппорт. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Провязали раппорт. Второй раппорт вяжем. Снова лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. И провязали второй раппорт. Сейчас у нас осталось 6 петель за раппортом, и мы вяжем лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную мы вяжем изнаночной. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. Никакой платочной вязки здесь уже не будет. И, девочки, наш образец получается связан. Мы с вами связали полный раппорт, высоту узора. И теперь повторять будете с 1 по 24 ряд так постоянно, да, на нужную вам высоту. И сейчас я сделаю влажно-тепловую обработочку нашего образца, чтобы измерить нам плотность с вами. Горячим паром
Так. И наш образец надо потянуть в разные стороны, чтобы он у нас выпрямился полностью. Этот узорчик, как будто мы его постирали, девочки. Так. Ну вот у нас края здесь будут все время закручиваться, потому что он у нас немножко рельефненький такой, фигуристый узор, да, с листиками. Так, вот так уже красиво приобретает очертания, уже прям на глазах сохнет наша красота. Ну вот давайте, сейчас он окончательно высохнет, да, померим с вами ширину. Так, и давайте померяем ширину, высоту образца. Значит, у меня вот в самом широком месте 18,5 получилось, а в самом узком 17,5. Ну давайте, значит, среднее берем 18 сантиметров. И мы с вами набирали для образца 31 петлю. Поделим на 18, будет у нас 1,7 плотность нашего вязаного полотна по горизонтали. Я записываю вот здесь. В 1 сантиметре 1,7 петель. Вот. Теперь по вертикали померяем также наш образец. Вот так выпрямили все. Тут у меня одного ряда нет, 24-го, да, ничего страшного. Я вот вместе со спицей померяю, как будто он есть, да. 20 сантиметров у меня, девочки, получилось. И я вязала, здесь 2 раппорта у меня участвуют. И это будет 24 ряда, 48 рядов. 48 рядов поделить на 20 сантиметров наших измеренных, 2,4. Так, и записываем. В 1 сантиметре по вертикали 2,4 ряда. 2,4 ряда. Вот такие цифры основные сейчас, которые мы будем с вами применять в нашем расчете. А для расчета дальнейшего нам понадобится выкройка. Выкройка с нашими индивидуальными размерами. У меня будут усредненные размеры, а вы, девочки, обязательно не поленитесь и воспользуйтесь своими мерками. В принципе, у меня будут, значит, на размер 44-46 мерочка и на размер, по-моему, 48. Не буду вас обманывать. Я сейчас пойду и уточню. Так, мои хорошие, я выкройку нашла. И уже сделала кое-какие небольшие расчетики. Так, у нас с вами, значит, выкроечка дана на 44-46 размерчик. И вот этот вот 51, это на 48 размерчик идет. Ну, побольше размерчики я вам сейчас расскажу, как набрать петельки, сколько и как. А наша задача с вами попетельно рассчитать, сделать описание прям по выкройке, да, и симметрично и красиво расположить наш ажурный узор, распределяя правильно раппорты. Итак, перво-наперво я всегда считаю, сколько у нас будет петель на перед и спинку. Они у нас одинаковые с вами, и мы с вами ширину спинки 23,5, это 47 сантиметров, умножаем на плотность 1,7. Вот такая вот цифра. Получается 80 петель. Записываем. Второй размер 51 сантиметр. Умножаем на 1,7 плотность. Получаем 86. Ну, 87 практически петель. Записали. Вот это я все записала. Второй наш расчет. Нам необходимо узнать, сколько раппортов у нас будет с вами умещаться целиком. Значит, 80 петель мы делим с вами на число петель в раппорте. Это 10, помните по схеме, да? 10 на 10. Будет 8 раппортов целиком умещается. Не забываем про то, вот схема,
что у нас с вами одна петля идет для симметрии. Вот мы ее добавляем все время. И смотрите, как вы будете вязать, мои хорошие. 8 раппортов плюс 1 петля, это получается у нас, сейчас я вам скажу, 81 петля будет набираться. Не 80, как у нас по расчетам, а 81 петля. Без этой петли никуда. Да, она не играет никакой существенной роли. Так, и вот сейчас я вам буду рисовать, чтобы это было понятно и наглядно. Вот наше вязаное полотно, вот мы набрали 81 петлю, и нам наша задача сейчас распределить эти петли, да? Вот я нарисовала прямую линию. И 8 раз я, значит, буду отчитывать. Но, да, по сути 8 раппортов. Но, обратите внимание, часть по схеме у нас начало, в общем, один раппорт делим пополам, грубо говоря. В начале 5 петель и в конце 6 петель располагаем. Вот таким образом мы будем с вами поступать. То есть у нас начинаться будет вязание с 5 петель перед раппортом. Затем в центре у нас вяжется 7 целых раппортов. И заканчивается все это 6 петельками после всех раппортов. Именно так, как по схеме, только в центре у нас не 2 раппорта будет, а 7 подряд идти. Вот и все различие. Обязательно это нужно уяснить. То есть я, смотрите, рисую 7 петель, 7 раппортов в центре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По 10 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. И здесь у нас идут 5 петель, как по схеме, а здесь 6 петель. Итого в сумме 81 петля. Из этого складывается наш с вами узор, симметричный и красивый. Вот. И это для 44-46 размера. Как быть, если размер не вписывается вот в эту цифру, да? Ну, по аналогии, смотрите, 91 петля у нас также будет такой расклад, точно так же, только будет в центре не 7 раппортов, а 8 раппортов, да? И также справа 5 добавляется, слева 6, а в итоге всего будет 9 раппортов, да? Так, это понятно. Интересно, вот на 91 на одной петле поделить на 1,7, сколько это будет ширина спинки? Девочки, это ширина спинки 53 сантиметра будет. На 53 сантиметра нам понадобится 91 петля. Запомните это. Я запишу здесь где-нибудь. Это приблизительно получается 50 размер, наверное. И у нас будет 53 сантиметра ширина спинки, и нам понадобится 91 петля. Будет такое же распределение, только внутри не 7 раппортов, а 8, да? Повторилась я. Теперь, если у нас в втором раппорте на 48 размер требуется 87 петель, да? То есть вот такое вот несоответствие по раппортам. Как из этой ситуации выйти? 87 петель я делю, 87 петель мне надо поделить на 10, получим 8, опять 8 целых раппортов, это будет 81, то есть расклад такой же, 81 петля, узор обязательно у нас 5 петель справа, 6 петель слева, но дополнительно у нас с вами должно быть, смотрите, 6 петель мы должны с вами добавить, да, дополнительно 6 петель. Это тоже очень легко распределить по 3 изнаночных справа и слева. Я бы так это сделала. Я не буду рисовать, вы поймите меня, да, то есть вот сюда справа добавляю плюс 3 изнаночные, и сюда слева тоже добавляю 3 изнаночные. Все. Вот такой расклад.
И не забывайте, девочки, что здесь будет небольшое изменение. 3 изнаночные вы добавите. Но у нас вот это кромочная, да, по сути это у нас от узора идут 4 петли здесь, а здесь 5 от узора. А это у нас кромочные идут. Поэтому ваша кромочная перейдет сюда в изнаночную, да, и получится здесь не 5, а 4 при вашем. Все-таки надо нарисовать, иначе вы сейчас запутаетесь. Я рисую опять 7 раппортов. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. По 10 петель. Так, далее 4 петли перед раппортом у вас идут, и 6 петель за раппортом, и 5 петель получается за раппортом. Вот эти отсекаете, видите, это наши кромочные здесь указаны. Вы их просто отсекли, нет их, все, нет. И остаются вот эти наши ажуры, значит, 4 и 5 без кромочных. А кромочные у нас переходят вот сюда. То есть здесь также у нас идут 3 изнаночные и 1 кромочная, 1 кромочная. Итого 97 петель. Ой, 87, то есть 87 петель. Вот, мои хорошие, вот такой расклад получается. На чуть-чуть побольше 46, на 48 размер. Я это описание обязательно размещу под видео. То есть вот то, что я вам сейчас рассказала и озвучила, пожалуйста, на это обратите внимание. То есть также вы будете поступать, если у вас, например, 52 размер, да, 53 сантиметра вас не устраивает, да, вам нужно, допустим, 56 или 57 ширину спинки, да, и там у вас тоже не будет такого четкого прям расположения, будет тоже аналогично, типа 90 каких-нибудь там 7-6 петель. Вот следуйте моей логике, девочки. То есть вы изнаночные добавляете справа-слева. Хотите лицевые, добавьте. Без разницы. Мне кажется, что изнаночная менее заметна. Так. И узорчик будет у нас не 5, а будет у нас 4 задействовано. Здесь не 6, а 5 задействовано по схеме. И по кромочной. Итого 87. Так. Вот такой расклад. Теперь возвращаемся опять к нашей выкройке. Я кратко расскажу про вертикальную плотность, да, как ее применять. Вот у нас здесь 35 сантиметров, значит, от планки до проймы, да. Вот смотрите, 35. Умножаем на нашу вертикальную плотность. 35 умножить на 2,4, мы с вами ее вычисляли, 84 ряда. Я вам рекомендую мерить полотно не сантиметрами, а рядами, мои хорошие. В том плане, что когда вы вяжете, не сантиметры прикладывайте, а считайте ряды. Ряды считайте. Потому что после стирки изделие значительно вытягивается, да, и очень бывает обидно, когда весь ваш труд, в принципе, пойдет на смарку, все изделие вытянется и в ширину, и в высоту, и станет совсем другого размера, который вам не нужен. Вот. Чтобы этого не происходило, обязательно используйте вертикальную и горизонтальную плотность. Вот. И смотрите, обязательно померяйте общую длину изделия, да, и также сделайте обязательно расчет по рядам. Лучше делать это от планки, потому что у резинки обычно бывает несколько другая плотность по вертикали. Мы меряем ажурным узором. И у нас с вами, смотрите, значит, 35 плюс 17 на маленький размер, да? 35 плюс 17, это пройма, высота проймы, 52 сантиметра у нас без резинки идет с вами ажурный узор. 52 сантиметра в высоту, прямо до плеча, от планки до плеча, планку не считаем. И мы эти 52 с вами умножаем на вертикальную плотность 2,4, получаем вот такое число, ну 124
125 получается, ну ничего. Обычно изнаночными заканчивают рядами. 124 ряда. Вот. И 125 будете закрывать петли. Вот таким образом я вам рекомендую действовать, мои хорошие. Вы даже можете раппорты измерить. Для этого вам нужно вот это число, ваши ряды, разделить на величину, высоту раппорта, 24, да? 24 у нас ряда в раппорте. Вот, и вы будете уже точно знать, у вашей высоте вашего, значит, изделия будет 5 целых раппортов и небольшое количество петель, еще чуть больше, да? Вот у меня здесь 2 раппорта, а надо, чтобы было 5, будет полное изделие в высоту. Вот, мои хорошие, вот такой еще нюанс. Пожалуйста, обратите на него внимание. Ну, а как составить индивидуальное описание? Например, как посчитать, сколько у нас на горловину придется петелек. Ну, тут я уже в каждом мастер-классе рассказываю одно и то же. Ну, давайте. Да, у нас же отдельный мастер-класс. 24 у нас получается ширина горловины, да? И мы с вами умножаем все это дело на нашу плотность 1,7. И мы с вами получаем 40 петель. Придется на горловину. Так, хорошо. Я записала. Тогда сколько же придется на плечо, да? Это можно сделать 2 способами. Для этого нам понадобится узнать, сколько мы будем закрывать у проймы петелек. Вот у нас глубина проймы 4,5 сантиметра. Мы с вами 4,5 умножаем на плотность 1,7. И это будет 7 петель. 7, ну, можно 8 взять петель. Я пишу 7 петель. Мы должны с вами здесь закрыть 7 петель справа, 7 петель слева. Наш вырез будет проймы. Так, и вот смотрите. Из наших 81 петли расчет делаю, сколько придется петель на плечо. У нас всего набиралась 81 петля. Мы отнимаем 14 петель, которые мы закроем по пройме, и отнимаю 40 петель, которые мы с вами закроем по горловине. Получаем 27 петель. 27 петель ровно не делится на плечи, поэтому предлагаю вам сделать у горловины либо 39 петель, либо 41 петля. Давайте сделаем 39. И тогда будет число здесь 28, то есть на плечо придется 14 петель. Вот. Это все-таки здесь свои мерки, девочки, откорректируйте, да? Достаточно ли вам будет плечо, чтобы было 14 петель, да? Может быть, у вас широкие плечи, узкие бедра. То есть вот это настолько индивидуальные моменты, да? Я вам просто рассказываю общие принципы расчета. Когда у вас есть выкройка, вот прям по выкроечке все посчитали на машиночке, все в тютельку вяжете, да? Очень легко и просто, в принципе. Вот если правильно и грамотно подходить к этому моменту, да, к вязанию, то тоже все-таки нужен немного ум прикладывать, не просто машинально что-то там спицами делать. Так, теперь я этот момент вам осветила. Теперь я хотела бы остановить свое внимание на рукаве. У нас здесь есть скос, и часто у многих девушек вызывает, ну, как бы, не знают они, как этот скос сделать. То есть особая проблема бывает равномерно распределить количество прибавок по скосу. Ну, я это делаю следующим образом. Но по-другому здесь, наверное, не сделаешь. Значит, у нас с вами по рукаву, также я посчитала, как и по спинке, умножил на плотность, 41 петля, это будет 4 раппорта плюс 1, да? То есть также распределяем 5 петель перед раппортом, 6 петель за раппортом и 3 раппорта по центру идут. Вот так. Так у нас распределяют 4 раппорта.
Так, и вот в самую широкую часть рукавчика, то есть вот здесь, где мы с вами начнем формировать окат, составляет для маленького размера по выкройке 16 и 17. Для побольшего размера, для 48-го. Так, и я уже попетельно это расположила как 54-58, но чувствуем, что это не так, потому что здесь должно быть нечетное число. Давайте сделаем 55 и 57, чтобы нам было легко этот скос посчитать. И смотрите, из самого широкого части 55 рукава я отнимаю нашу узкую около кисти, да, 41, и получаю 14 петель. Вот 14 петель нам надо с вами прибавить, чтобы начать делать окат рукава. Делим на 2 14 и получаем по 7 петель справа, должны прибавить по 7 петель слева по рукаву, да. Ну, если кому непонятно, это вот симметрично. Вот так я нарисовала, да, рукав. Вот наш скос. Скос, да, вот и мы его сейчас считаем. Косой скос получился, ну, неважно, зато наглядно. Так, и прежде чем сделать окат рукава, значит, по 7 петель плюс 7 петель справа, плюс 7 петель слева. У нас с вами высота, получается, я смотрю, 42 сантиметра до оката, до формирования оката, да, и планочка 5 идет, то есть 40, на 42 сантиметрах будет идти скос. Опять, мы сантиметрами не будем ничего мерить, да, мы опять меряем все рядами, то есть я умножаю это на плотность и пишу 142 сантиметра умножить на 2,4 плотность, это 100 рядов. Вот я пишу 100 рядов, 42 сантиметра. И наши 100 рядов надо поделить на 7. Вот так. На эти 7 петель, которые мы должны прибавить. И у нас получается 14 рядов. То есть здесь цифра не целая получилась, но имейте в виду, провязывайте 14 рядов, делайте прибавку. Провязывайте 14 рядов, делайте прибавку. И так далее, мои хорошие. Вот. То есть я пишу через 14 рядов прибавка. Справа и слева. Симметрично и равномерно. Вот таким образом прибавили. Начали окатик. Окатик я всегда стараюсь сделать вот это все, изобразить на какой-нибудь листе бумаги. Или сейчас часто стала делать, ну, газету можно использовать. Все, что под рукой, все, что широкое. Еще можно какой-нибудь использовать бумага, пленка полиэтиленовая прозрачная, можно ее использовать. В общем, вариантов много. Я рассказываю, как я делаю, да, то есть я делюсь с вами своим опытом. А если у вас есть свой опыт, свои знания, конечно же, применяйте. Я буду очень рада за вас, если вы свяжете красивую, грамотную вещь. Это только, как бы, я всегда за положительные моменты в жизни, за то, что прогресс не стоит на месте, да, и все рационализаторские способы я очень уважаю и ценю. Так. И все, что могла, вам передала. Описание, как всегда, выложу под видео, девочки, попетельное, да. Желаю вам удачи, мои хорошие, чтобы у вас все получилось, чтобы вы связали такой красивенький ажурный джемперочек. Покажу еще раз вам ажурчик наш, который получается очень милый, красивый. Вы можете использовать другую пряжу, другие спицы подобрать, все что угодно. А схема у вас есть, вы свяжете, также рассчитайте свою плотность и свяжете замечательный джемперок. И вот эти узоры с листьями, они, как вы знаете, никогда не устаревают. И во все времена, я думаю, до скончания веков будут, пока будет живо вязание, будут существовать узоры с листиками.